Всем привет! Это канал Wild Guitar, и в сегодняшнем обзоре я хотел бы опробовать методику, впервые использованную известным шведским звукорежиссером Фредериком Нордстрёмом, который также является основателем Fredman Studios, для записи электрогитары. Фредерик Нордстрём является известным шведским звукорежиссером, который участвовал в записи альбомов таких известных групп, как Arch Enemy, Bring Me The Horizon, Dimmu Borgir, In Flames и многих других. Данная методика предполагает использование двух динамических микрофонов для записи звука электрогитары с гитарного кабинета, один из которых устанавливается так, чтобы он был направлен на ось динамика, а другой устанавливается таким образом, чтобы он находился под углом 55 градусов относительно первого микрофона. И звук обоих микрофонов смешивается, а затем записывается второй дубль, и таким образом получается гитарный дабл-трек. Фредерик Нордстрём впервые использовал данную методику на записи альбома Slaughter of the Soul шведской дэт-метал группы At The Gates. В настоящее время данная методика повсеместно используется для записи перегруженных ритм-гитар. В описании к данному ролику я оставлю ссылку на видео, в котором сам Фредерик Нордстрём объясняет, как необходимо установить микрофоны для записи перегруженной ритм-гитары подобным способом. Ну а сейчас я продемонстрирую, каким образом я устанавливаю микрофоны для использования метода Фредерика Нордстрёма. Итак, я начинаю процесс установки микрофонов. Я заранее установил их на микрофонных стойках и подключил ко входам своей звуковой карты. Первым я устанавливаю микрофон Shure SM57, который будет находиться на центральной оси динамика. Сейчас я возьму фонарик, чтобы я мог увидеть центр динамика и отрегулировать положение микрофона. Сейчас я отрегулирую положение микрофонной стойки, подниму микрофон чуть повыше. Микрофон можно поставить практически вплотную к защитной сетке кабинета. Можно варьировать угол микрофона по своему желанию. Теперь положение правильное. А сейчас я возьму второй микрофон Shure SM58 и установлю его под углом 55 градусов относительно первого микрофона. Сейчас я его отрегулирую. Вот так. А теперь я определю правильный угол второго микрофона, то есть микрофона Shure SM58, старым дедовским способом, используя обычный транспортир. Первый микрофон немного сместился, сейчас я его поправлю. Теперь угол составляет примерно 55 градусов, что нам и нужно. Я сейчас возьму камеру и покажу с разных ракурсов положение микрофонов относительно друг друга и относительно кабинета. Вот таким образом устанавливаются микрофоны при использовании данного метода записи. Ну а сейчас я запишу короткий фрагмент партии ритм-гитары из композиции Pinball Map группы In Flames, которую они записали для альбома Claymon в 2000 году на Fredman Studios с использованием методики Фредерика Нордстрёма. И мы послушаем, как звучат отдельные треки ритм-гитар, записанные каждым из микрофонов, а затем я смешаю их, и мы послушаем, как они звучат вместе.